Друзья, здравствуйте! Продолжаем нашу энциклопедию стейков. Первое видео мы говорили про Нью-Йорк стейк, стрип-лойн, поговорили о теории стейков. Кто пропустил, очень интересное видео, обязательно посмотрите. Сегодня второе видео, и мы будем говорить о втором стейке. Первом, кто-то считает его первым, вторым, соперник, партнер Нью-Йорка – это рибай. Знаменитый рибай стейк. Многие считают его королем стейков. Давайте не будем торопиться с этим. В конце видео мы решим сами, король это стейков или нет. Давайте по порядку. Значит, рибай. Что же такое рибай? Рибай – это реберная часть говядины. Где-то, начиная от 6-го ребра до 12-го, этот отруб целиком из этого делается стейк рибай. Вот давайте посмотрим на эту диаграмму, картинку, и вот определимся с вопросами о рибай стейке. Все, что вы видите здесь, это все рибай стейк. Вот это вот тот стейк, который мы будем сегодня готовить, рибай. Если небольшая кость, это ковбойский стейк называется. Ребро по длине это томагавк, считается официальное название стейка. Тот же рибай, все то же самое. И если это отруб, начиная как минимум 2 ребер и более, это prime rib. Это такой очень известный роуст, который делаются обычно на такие большие праздники. В нашей семье его очень любят на Новый год. Обязательно сделаю для вас видео, когда подойдет время. А сейчас давайте обратим внимание на этот стейк. В чем разница между Нью-Йорком и рибаем? Самое главное – это жир. Если Нью-Йорк стейк жир с краю висел, если вы помните, в первом видео это хорошо было видно, то здесь самое главное – это венозность стейка. То есть вот чем лучше рибай стейк, чем выше его категория, тем больше вен на нем и меньше будет вот таких больших кусков жира, которые здесь посерединке. То есть если стейк, у него жир с краю, как у Нью-Йорка, он особо не влияет на вкус. Тут больше качество говядины имеет значение. Здесь жир имеет огромнейшее значение. Теперь давайте еще раз обратимся к этой картинке. Значит, коротко о ребрах, мясо на ребре, стейк на костях. Значит, что я хочу на эту тему сказать. В общем-то, когда вы покупаете стейк, который вы будете быстро жарить, если он на кости, то в случае, если это для бизнеса, ресторан, или вы делаете YouTube-видео, допустим, и вам важна презентация, тогда имеет смысл покупать что-то вот в таком виде. Если вы готовите что-то для себя, вы должны понимать, что вот это все выброшенные деньги. А если вы платите за такой стейк, я заплатил за него $50, если бы он был на ребре, я мог заплатить и 80, и 100. Это то, что пойдет потом в мусор. И вкуса никакого этому это не даст, просто недостаточно времени. Если мы готовим prime rib в духовке где-то час-полтора, зависит от размера и даже больше, тогда да, эта кость нам даст какой-то вкус нашему мясу. А в случае быстрой готовки я рекомендую покупать чистый кусок мяса, без всяких ребер, если вам не нужно это для шоу или для презентации. Это про кость. Такой кусок мяса я вынул за 1,5 часа. То есть 1,5-2 часа такой стейк может... Это почти 700 грамм, 5 сантиметров в толщину. Толщина тут самое главное. И видите, когда выбираете стейк, обратите внимание, старайтесь выбрать, чтобы он с одной с краю не был меньше или больше. Вот как этот стейк, он равномерный по толщине. Это намного удобнее для прожарки. И на примере этого стейка я вам покажу один очень интересный метод для приготовления мяса, именно стейков, которые толстые стейки. Их на сковородке очень тяжело прожарить равномерно, поэтому существует так называемый обратный метод прожарки. Когда большой кусок мяса, стейк отправляется в духовку на низкую температуру, там он доводится до нужной температуры, и потом он закрывается для красивой корочки, закрывается на очень высокой температуре, допустим, на чугунной или стальной сковородке, и уже там он дойдет до той температуры, которая нам нужна. И еще одну вещь я вам покажу, интересную презентацию стейка. Я его сделаю в стиле знаменитой бифтека а-ля Флорентино, знаменитый итальянский флорентийский стейк, который делается из отруба T-bone. Это уже не T-bone, это уже Porterhouse. Это толстый T-bone. Значит, вот это вот Porterhouse, это и есть знаменитая бифтека а-ля Флорентино. Где-то размер у него официальный минимум 800 грамм он должен быть и 5-6 сантиметров в толщину. То есть, у нас немножко не дотянул наш рибай, он 700 грамм, но толщина как раз 5 сантиметров. Поэтому я имею право официально предложить ему его в варианте бифтека аль Флорентино. Это значит, что мы не солим и не перчим мясо вообще до последнего момента. Я вам покажу, это очень вкусный вариант. Итак,
Возвращаемся к нашему стейку. Мы его за 1,5 часа вытащили из холодильника. Он у нас чуть-чуть прогрелся. Разогреваем духовку на 120 градусов. И давайте подготовим наш стейк к работе. Значит, что для этого нужно? Мне для этого нужно термометр. Лучше всего работает вот такая вот вещь, как термометр, игла. Вот такая. Мы его вставляем где-то вот примерно. Мы сейчас определимся, где у нас центр. Вот тут, да. Мы поставим палец. Вот центр, да. Вот таким образом, чтобы мы не промахнулись. И вот проткнем его до того, как палец дотронулся до самого стейка. Вот наш термометр в центре. Я его подключаю к дисплею, и он там уже я выставил температуру. Значит, та температура, которая нам нужна, чтобы мы его потом закрыли, нам нужно, чтобы он дошел до где-то 40 градусов. Если мы хотим, чтобы у нас был medium rare, почти medium стейк. До 40 градусов он должен дойти в духовке. Если у вас нет такого прибамбаса, как такой термометр, который будет вам сообщать о температурах, пользуйтесь обычным ручным термометром. Просто в духовке, когда вы поставили в духовку мясо, поставьте таймер на полчаса. И через полчаса начинаете проверять. Значит, нам нужна температура 40 градусов. Ребят, пока наш стейк доходит до нужной нам температуры, коротко остановлюсь на вопросе, который я не затронул в первом видео. Это маринование. И это большая тема, я не буду в нее сильно углубляться, о каких-то маринадах подробных тоже не буду говорить. Просто 2 пункта, которые для меня важны, когда я размышляю по поводу маринада именно для стейка. Именно для стейка мы сейчас не говорим про маринование мяса в общем, только стейк. Значит, первый принцип – это чисто технический. Значит, если у вас стейк вот мизинец толщиной, то да, вы можете, если хотите, его мариновать. В том маринаде, который вы желаете. Это не важно. Но как только у вас стейк где-то 2 пальца и больше, значит, проводились исследования, это даже видео есть на YouTube, профессиональные химики, там биологи выступают. Маринад проникает в мясо за сутки маринования в холодильнике на 2 миллиметра. Всего на 2 миллиметра. И поэтому, если у вас толстый стейк, особого разницы вообще не почувствуете. То это просто пустая трата времени. Это чисто технический вопрос. Вторая для меня важная вещь – это вещь как бы этическая, скажем так. Я мясоед, и я думаю, многие из вас тоже. Поэтому, когда у меня на столе такой стейк, или когда я готовлю такой стейк, это просто праздник. Честно говоря, праздник для меня. Поэтому смысл в том, чтобы какие-то маринады что-то усилили, улучшили, это вообще об этом не идет никакой речи. Тут праздник говядины, просто ода говядине, такие стейки. И камуфлировать это какими-то маринадами абсолютно не нужно. Мы хотим получить удовольствие от мяса, поэтому для меня это только соль и перец. Вот так. Это про маринад. Кстати, еще есть секунда, пока наш стейк доходит. Гарнир. Опять же, вариантов может много, но я отталкиваюсь от той же темы. Я люблю мясо, я хочу почувствовать мясо. Оно должно быть центральной фигурой у меня на столе, у меня, как говорится, во рту. Поэтому гарнир я всегда делаю легкий, это обычно только салат. Но к такому красавцу нужно сделать хороший салат. И сегодня мы сделаем очень интересный салат. Он действительно будет соответствовать этому королю. О! Наше длительное ожидание закончилось. Сейчас. Так, значит, это первый этап. Он завершен, самый длинный. Слава богу, мы его завершили уже. Значит, что получается, как вы видите? Стейк, конечно, абсолютно некрасивый. И ничего в нем привлекательного еще нет, но это только начало. Мы разогреваем нашу чугунную сковородку. Немножко нейтрального масла. Пойдет дымок, начнем работать с этим. А пока дадим ему немного отдохнуть. Он должен немножко остыть, чуть-чуть. Минут 5. 5 минут прошло, он немного отдохнул. Давайте мы проверим, что у нас получилось. Вот он уже 41. А тут еще не прогрелся он. 41. А тут аж 45. Отлично. То, что нам нужно. Я делаю medium rare, как вы помните с прошлого видео, это где-то 52-54 градуса. Итак, наша сковородочка. Вот сковородка, пошел небольшой дым. Это то, что нам нужно. Мы начинаем, как я делал Нью-Йорк стейк, с жирной части. На жирной части где-то минуту, а большие части я буду делать где-то в районе 30 секунд, и мы будем постоянно проверять температуру.
Так, минута прошла. О, какая красотуля. То, что нам надо. Переворачиваем на эту сторону. И еще минуту. Потом у нас... О, ну вообще фантастика. Так, теперь самое главное, пошла сторона. И на эту сторону мы сразу кладем вес. У меня сковородка чугунная. 30 секунд таймер сразу. Это очень важно сейчас время. Нет, сковородки чугунной не важно. Я раньше пользовался просто кирпичом. В фольгу завернул. Идеальный вес. Кладешь на стейк то, что надо. Прозвенел наш звонок. Звенит звонок. Перевернули. Просто утрамбовали вот так вот. И на 30 секунд. И потом мы кое-что еще сделаем. Итак, 30 секунд. Это у нас пошло в сторону. И мы теперь сделаем знаменитый шефский трюк, да? Хорошее топленое масло сливочное или просто сливочное масло. Сюда же мы это сдвигаем в сторонку вот так вот. Вот сюда это масло. Пару зубчиков чеснока мятых сюда. Растапливаем масло. Вот таким образом. Наше вкусное масло. Оно все идет сюда, на наш стейк. И это делает еще корочку еще вкуснее. Ну вот 53, 52, 50. Отлично. То, что нам где-то 52, 54. Нам нужно где-то минутку еще, чтобы он отдохнул. И тогда он уже сам дойдет отлично. Пока это происходит, мы сделаем наш вкусный салат. Итак, минутка у нас есть, чтобы наш стейк немножко как бы выдохнул, даже не отдохнул, просто выдохнул. Сделаем красивый, соответствующий этому королю салат. Бальзамик. Хорошее оливковое масло. Вот таким образом. Немного соли. Черный перец. Обычный салат из магазина. Микс. Перемешаем это быстренько. Все вместе вот таким образом. Итак, как говорят, гранд-финале. Правильно? Гранд-финале. Выложим наш стейк на нашу доску. Мы прямо на ней будем подавать. Как стейкхаус, правильно? Значит, смотрите, ребята. Еще одна вещь. Рибай состоит из двух частей. Риб – это ребро, ай – это глаз. Так вот, глаз – это вот эта часть, это глаз. Вот это по кругу, вот эта часть. Это так называемая юбка. Это так называемая юбка. Видите, она отделяется. Вот таким образом от стейка. И это естся совсем по-другому, чем весь рибай. То есть рибай я порежу где-то тоже не тонко. О, вообще ножа не надо. Он просто проваливается в него, в этот стейк. Посмотрите на эту вещь. Посмотрите на этот medium rare. Фантастик. Просто не то слово. Фантастик. Вот таким образом. Я его под углом не буду резать, он слишком толстый. Вот это я сделаю вот так. Вот так. А вот эту часть мы просто порежем вот на такие как бы кубики. Это режется по-другому. Это более нежное, чем даже это. Представляете? Тут немножко больше жирка. Вот. Оно у нас пойдет где-то вот так. Что же такое бифтека флорентина и как она сервируется? Хорошее оливковое масло. Так, хорошее количество хорошего масла. Крупный черный перец. Крупного помола. Так вот. О, аромат. И финишная соль, молдонская соль. Это лучший вариант. Финишная соль, она вот так вот идет сюда. Тоже в хорошем количестве, так как мы стейк толстый, мы ничего не солили. Сюда же мы ставим наш салатик. Нам наш нож с вилкой пошел. Сюда же салат не закончен. Пекан красивый. Я его чуть-чуть прогрел, чтобы он, масло у него более ароматное было, так немножко безвкусный. Малина. Соответствует нашему стейку салат. И последнее, не менее важное, это козий сыр. Козий сыр.
Очень люблю козий сыр, очень нежная вещь, потрясающая. Вот так, друзья. Вот такой вот стейк-ужин я приготовил. Что вы скажете? Не хватает чего-то. Правильно вы сказали. Чего-то не хватает. Если у вас где-то завалялась бутылочка хорошего бургундского, это именно тот момент, когда его нужно найти, эту бутылку, открыть. Какой-то такой full body, каберне, мерло подойдет к этому шикарно. Друзья, мой ужин готов. Я надеюсь, ваш тоже. Я вам желаю приятного аппетита. Всего доброго. До новых встреч. Пока.